Вода, как и огонь, несет очищение. В христианстве церемония крещения и даже потоп – бесспорное тому подтверждение. Казнь водой, вдохновленная суевериями и религиозными верованиями, была широко распространена в большинстве древних цивилизаций, в том числе и в Африке. Одни народы, не скупясь, проливали кровь, тогда как по обычаям и законам других это дозволялось сделать лишь в исключительных случаях. Чтобы избежать святотатства, судьбу виновного предоставляли решать Богу, отдавая его на милость одной из природных стихий. Для этого как нельзя лучше подходила вода. По Божьей воле она могла как поглотить, так и пощадить осужденного. В Древней Греции неверную жену пускали на плоти плыть по воле течения. Доберется живой до берега, значит ее защищают боги. Примером тому может служить легенда о Данае. После того, как она родила Персея, ее отец, царь Аргоса Акрисий, бросил дочь с внуком в море. Течением их вынесло на остров Серифос живыми и невредимыми. Если иудейский царь Ирод Великий повелел зарезать всех новорожденных в городе, и этот эпизод вошел в историю как ночь избиения младенцев, то Рамзей II за 12 веков до него, желая сократить численность разросшегося избранного народа, приказал не убивать новорожденных мальчиков и бросать их в воду Нила. Именно тогда будущего законоучителя и фактически отца нации подобрала и спасла дочь фараона Хатшепсут. Она назвала его Моисеем, и по-египетски значит «спасенный из вод». В древности и в средние века все народы применяли утопление, и не только те, кто жил на побережье Средиземного моря. Закон Ману, древний свод моральных, религиозных и общественных законов индийского общества, предусматривал 7 типов умерщвления, в том числе утопление, которым карали тех, кто пробивал брешь в плотине. Утопление встречалось не только у греков и египтян, но и у римлян, финикийцев, карфагенян и даже иудеев. Вспомним слова Христоса, донесенные до нас Матфеем: «А кто соблазнит одного из моих сил, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской». Возможно, Христос намекал на римское правосудие, по которому в то время осужденных топили с грузом на шее. Практически повсюду топили неверных жен, отцеубийств, предателей, а иногда и воинов, струсивших на поле боя, чтобы их маны вечно бродили в загробном мире и никогда не пристали к берегу. Разные народы в разные эпохи топили по-разному. В Германии часто топили в болоте, силой удерживая голову осужденного под водой. В древних странах осужденного зашивали в мешок и бросали в море или реку. Во многих заключенного только связывали и к телу крепили груз: камни, цепи, якоря и даже мельничные жернова. Наконец, англичане и некоторые народы севера топили, привязывая осужденного в том месте, которое уйдет под воду во время прилива. Благодаря многочисленным спасшимся известно, что при утоплении у казнимого сначала звенит в ушах, покалывает в носу, потом наступает забытье. Повинуясь инстинкту самосохранения, человек судорожно делает предательский глубокий вздох, и вслед за потерей сознания приходит смерть, когда его легкие заполняются водой. У каждого народа был свой метод. Германцы и галлы предпочитали топить в болотах, а римляне долгое время использовали казнь в кожаном мешке. В законе 12 таблиц V века до нашей эры, в котором были прописаны нормы римского уголовного права, тоже фигурирует утопление. В законе сказано, что тот, кто убил свободного человека, будет утоплен. Его зашьют в кожаный мешок вместе с животным – петухом, обезьяной, кошкой или змеей. Выбор животного был не случайен и глубоко символичен. Мешок нагружали балластом и бросали в воду. В средние века забытая римлянами практика упаковки в мешки снова появилась в Европе, в частности во Франции. В то время римляне привязывали к приговоренным камни, цепи, якоря, мельничные жернова. Даже попы не были застрахованы от такой казни. Каликста утопили в колодце, а Климента, преемника Анаклета, бросили в море с якорем на шее по приказу Трояна. В средние века этой казни по-прежнему подвергали неверных жен, добавив к ним и любовников. Кроме того, топили воров, совершивших убийство, а также больных некоторыми болезнями, например, оспой. От таких принято было избавляться без кровопролития.
Со временем утопления стали использовать для наказания мятежников. Карл VI, всенародный любимец, использовал утопление против восставших в XIV веке парижан. Фруассар пишет в своей хронике: «И вернулся король в Париж, и пребывали парижане в большом сомнении. Ни единый человек не осмелился выйти из дома, открыть ставню или окно, так как многим это стоило больших денег, ибо повелевали вести их в совещательную палату судей, и там с них вымогали с кого 6, с кого 3000. А еще король вместе со своей палатой бросали в тюрьму тех, кого хотели утопить». Утоплением карали не только за адюльтер, сдачу в плен или военные преступления. Им часто пользовались как практичным и быстрым средством для избавления от неугодных людей. Жильбер Каландро напоминает, как Пьер Строцци, итальянский военный, при Франциске I, ставший маршалом Франции, приказал утопить одновременно 800 гулящих девок, которые шли за армией, ослабляя воинственный дух солдат и заражая их всяческими болезнями. Утопление произошло чуть выше Анжи, в месте слияния Луары и Мена. Воду можно не только погружать, ее можно заливать вовнутрь. Небезызвестная казнь водой заключается в следующем. Осужденного заставляют выпить устрашающее количество жидкости. Жертву кладут на поперечную балку, растягивая тело. Палач медленно и непрерывно льет воду в воронку, выставленную в горло осужденного, или на ткань, закрывающую рот, препятствуя тем самым его нормальному дыханию. Силясь вдохнуть немного воздуха, жертва поглощает жидкость и медленно захлебывается. Эта казнь применялась когда-то во Франции. 9 литров для малой пытки, 18 литров для серьезной или чрезвычайной пытки. Случалось, что осужденные умирали, но цель состояла не в умерщвлении, а в получении признаний или разоблачении сообщников. Иногда простую воду заменяли соленой или уксусом. В то время на другом краю света, в Японии, любили топить пленных в навозной жиже. Никто, за исключением, пожалуй, Нерона и Калигулы, не вложил столько изобретательности и дикости в практику утопления, как Жан-Батист Карье, которого в 1793 году вид Луары навел на жуткую мысль. Именем Комитета общественного спасения избавиться от заключенных и подозреваемых бросил их в реку. Сначала он грузил осужденных на обычные лодки, из которых их должны были выбрасывать за борт, но люди сопротивлялись, и солдатам приходилось обнажать сабли. Тогда Карье решил до отказа заполнить осужденными маленькие корабли, которые, перегруженные, пошли бы ко дну вместе с людьми. Слишком долго и слишком дорого. Заботясь об эффективности, он приказал построить корабли, оснащенные своеобразными люками, которые открывались бы в нужный момент, позволяя сбросить в реку до 100 человек одновременно. Во время вертикальных депортаций, так Карье называл подобное утопление, заключенных связывали, а тех, кто все-таки пытался выплыть, заталкивали обратно пиками и крюками. Иногда их связывали по двое, мужчину с женщиной, монаха с монахиней. Такая смерть называлась республиканской свадьбой. Очень быстро Луара покрылась бесчисленными зловонными трупами, которых прибивало течением то тут, то там. Сотнями слетались падальщики, чтобы поживиться человеческим мясом и останками. Жан-Батисту Карье поручили очистить от мятежников Вандею, и он выполнил задание, никого не пожалел. После поражения шуанов он организовал утопление вандейских детей, чтобы волчата не выросли в волков. Карье, как представитель якобинской диктатуры, стал единственным палачом, не щадившим даже беременных женщин. Республиканский врач Гийом Франсуа Лайнек писал, что возглавил военную комиссию по выявлению беременных на складе в месте, куда свозили женщин и детей. Он нашел там агонизирующие тела младенцев, мертвых, умирающих, измазанных экскрементами. Он составил список 30-40 беременных женщин, большинство из которых были на 7-8 месяце. Когда несколько дней спустя он пошел на осмотр, ему сказали, что их утопили. Одна из них родила прямо на корабле, который собирались затопить. Командуя знаменитым батальоном Марата, за 2 месяца Карье утопил около 5000 жителей Нанта и Валдеи. 2000 человек погибли на рождественскую неделю. Особенно плодотворным оказалось 23 декабря, на которое пришлась смерть 800 человек. В 19 и даже 20 веке коллективные утопления по-прежнему имели место.
Турки подвергали этому греков, русские китайцев, которых в 1905 году сотнями бросали в Амур, связывая друг с другом косами. Существует особая техника казни водой, когда осужденный погибает не от удушья, а от холода. Это один из самых древних способов. Упоминание о нем встречается в 320 году в правлении императора Лициния. Агрикола, губернатор Каппадокии, осудил на такую казнь 40 солдат элитного молниеносного легиона, стоявшего лагерем в Армении, когда солдаты заявили, что хотят принять христианство. Дело было зимой. Агрикола велел бросить 40 мужчин оголенными в пруд, частично очищенный ото льда. На следующий день Агрикола приказал собрать застывшие во льду трупы, переломать им кости и бросить в огонь. В последующем эту казнь нередко применяли в Афганистане, Персии и Сибири. Немецких заключенных подвергали ей в Советском Союзе во время последней войны. Врачи Третьего рейха применяли ее к заключенным всех национальностей для изучения процессов медленной смерти, которых умирали их пилоты, сбитые над холодными морями. В наши дни в мире, как никогда прежде, популярны пытки, и смертная казнь с предварительными истязаниями отнюдь не исчезла в зыбучих песках времени. Убийство не только сохраняет свои позиции, оно закреплено на законодательном уровне. Род людской тогда станет человеческим, когда человек отречется от убийства. Зверство еще долго будет оставаться чертой человеческой натуры. Знать, как убивали вчера и как убивают сегодня, значит бросить отчаянный взгляд на развитие человеческой мысли. Казни, дошедшие из глубины веков, применяются и поныне. Истощится ли когда-нибудь людская изобретательность в искусстве убиения себе подобных? И когда же научно-технический и медицинский прогресс прекратит подталкивать общество к варварству? Все ли уже продумано, изобретено и совершено за прошедшие века? На эти всегда насущные вопросы человечество будет отвечать еще очень долго.